Всем привет! Господство майнинга продолжается. Цены на видеокарты так и не вернулись к нормальному значению. И видеокарты даже среднего сегмента стоят очень и очень дорого. Лично я покупал в августе 2020 года себе GTX 1660 Super от гигабайт с 3 вертушками за 19 тысяч рублей. А на данный момент такая видеокарта, если и продается в магазинах, то уже с тройной наценкой и стоит порядка от 60 до 70 тысяч рублей в зависимости от характеристик и системы охлаждения. А речь о видеокартах даже начиная с RTX 2060 и говорить ничего не хочется, потому что цены заоблачные и нереально большие. Стоят ли эти видеокарты нынешней цены? Конечно же нет, но даже в таком случае многие геймеры готовы раскошелиться и купить какую-нибудь GTX 1660 по совсем невменяемой цене. И даже Авито не спасает в таком случае, потому что там цены на видеокарту не сильно отличаются от магазинных. Так что же делать в данной ситуации? Лично от себя могу порекомендовать ждать и еще раз ждать. Ждать нормализацию цен на эту комплектующую. Ну а если прям уж очень хочется поиграть в новинки игр 19, 20 и 21 года, то разреши порекомендовать себе так называемые видеокарты «Затычки», стоимость которых на вторичном рынке не превышает и 5000 рублей. Конечно, есть наглые продавцы, которые могут выставить за ту же R7 370 ценник в 8000 рублей, но эти объявления стоит смело пропускать и искать в диапазоне до 4 и 5000. На видеокартах из данной подборки можно пройти много новинок игр, хоть на минимально-средних настройках графики, но зато в разрешении 900p и даже 1080. Пускай, конечно, не во всех новых играх, но вот в оптимизированных проектах Full HD разрешение на этих затычках поиграть можно на низко-средних настройках. GTX 750 Ti на 2 гигабайта. Неплохая видеокарта, которая в свое время была отличным решением для сборок бюджетных компьютеров. В 2015 году цена на такую новую видеокарту составляла от 5000 рублей, и она показывала неплохие результаты в новинках игр 2015 и 2016 года. Есть версия GTX 750 без Ti, и у нее 1 гигабайт видеопамяти, но, к сожалению, 1 гигабайта уже мало даже для минимальных настроек графики в играх 2018 и 2020 года. А вот у версии этой видеокарты с приставкой Ti уже 2 гигабайта GDDR5 видеопамяти, и на минимальных настройках графики в новинке игр 19 и 21 года поиграть получится при условии, если эта видеокарта работает в сочетании с 4 или 8-ядерным процессором. На этой видеокарте уж точно можно переждать майнинг, а потом, когда цены на новые видеокарты возобновятся, то взять уже более производительную карточку. Все-таки не стоит сейчас торопиться и покупать видеокарты с тройной наценкой. Основными характеристиками GTX 750 Ti являются частота работы памяти 1350 МГц, 128-битная шина памяти GDDR5 и версия DirectX 11. I got trapped in your eyes the moment you looked at me from across. HD 7850 на 2 гигабайта. Данная видеокарта также являлась и является очень производительной в своем ценовом диапазоне до 4000 рублей на вторичном рынке. Даже сейчас в минимальных системных требованиях многих игр 19 и 20 года указана именно эта видеокарточка. Частота памяти этой видеокарты составляет 1200 МГц и шина памяти 256 бит. Кстати, больше, чем у той же GTX 750 Ti. У HD 7850 есть две версии на 1 гигабайт и на 2 гигабайта видеопамяти. По своей производительности HD 7850 немного обгоняет ту же GTX 750 Ti и показывает отличные результаты в таких проектах, как Crysis 3, Dying Light, Metro Last Light и Bioshock 3 на максимальных настройках графики при Full HD разрешении. R7 360 на 2 гигабайта также является отличным вариантом для максимально бюджетной сборки компьютера или чтобы переждать время дефицита видеокарт в магазинах. По своей производительности и характеристикам эта видеокарта идет наравне со вторым вариантом HD 7850. Частота памяти данной видеокарты составляет 1625 МГц, имеет 128-битную шину и 12-ю версию DirectX. Но у этой видеокарты есть один минус: она сильно греется, и чтобы играть с комфортом без лишнего шума, то лучше выбирать версию с 2 вертушками, но никак не с одной. GTX 950 на 2 гигабайта. И, наконец, четвертая видеокарта. Частота памяти 1650 МГц, 128-битная шина памяти и поддержка DirectX 12. Также является неплохой и производительной видеокартой, на которой еще можно пройти несколько новинок на низких настройках графики при Full HD разрешении. Достаточно шустрая видеокарта за свои деньги. Единственный минус только в том, что ее тяжеловато найти на вторичном рынке за сумму в 4000. Но найти можно. А также у GTX 950 нет разъема под старые мониторы, но можно докупить специальный переходник.
В данной подборке я привел пример нескольких видеокарт, на которых еще можно пройти нетребовательные игры на низко-средних настройках графики при разрешении 900p и 1080p. И не стоит забывать, что это так называемые видеокарты затычки, именно для тех людей, которые планируют переждать майнинг, не покупая новых видеокарт за двойную или даже за тройную стоимость в магазинах. Ну а на этом все. Если помогло и понравилось данное видео, не забываем подписываться на канал, если вы этого еще не сделали, а также ставим лайк. Всего вам хорошего и пока.